Вас приветствует онлайн-школа Керамик Арт Студии, с вами Сергей Юрьевич. Мы продолжаем лепить персонажей к мультфильму «Летающие звери», и сегодня к нам прилетел кот Мустафа. Ну что, приступим к лепке нашего кота Мустафы. Для этого нам нужно будет взять 3 кусочка белого, размять их, скатать шарик и овальчик. Это будет туловище нашего кота, вытянутый овальчик. И необходимо взять 2 кусочка белого для головы, размять их и тоже скатать шарик и овальчик. Притом голову необходимо в ладошках немножко расплющить, чуть-чуть. Берем маленький кусочек серого, разминаем его и катаем длинную тонкую колбаску. Эту серую колбаску обкручиваем вокруг туловища полосками. Расплющиваем к туловищу. А на голове прилепляем эти колбаски таким образом, чтобы они шли как бы все время в центру, как лучи. Сверху, снизу. И 4 с одной стороны, 4 с другой стороны. Если у вас не хватило серого, то возьмите еще, докатайте колбаску. Теперь нам необходимо взять один кусочек белого для хвоста, лап и ушей. Разминаем его, катаем шарик, длинную колбаску. Разделяем пополам. Одну часть откладываем в сторону, а одну часть делим на 4 части. Докатываем каждую из колбасок длиннее, будут руки и ноги. И делаем с помощью серого пластилина, так же точно как на туловище, на голове, полоски на руках и на ногах. Из оставшегося кусочка белого вы отрезаете небольшой кусочек для ушей, разделяете его пополам, катаете 2 шарика, делаете 2 блинчика и треугольнички, это будут уши. А оставшийся кусок это хвост, докатываем его длиннее и делаем полосатым. Посредине туловища нам необходимо сделать черный пояс. Берем черный, разминаем его, катаем шарик, длинную колбаску. Обкручиваем посредине туловища. Немножко расплющиваем. Берем стек и делаем посредине вот такую полосу. Теперь еще одну колбаску складываем пополам небольшую. Края пояса и маленький шарик, как узелок, завязанный. Прилепляем сзади хвост, снизу ноги, сверху на туловище руки. Делаем по 2 надреза с краю, это будут пальцы. Переходим к голове. Берем небольшой кусочек беленького, где-то пол куска, и добавляем крохотный кусочек голубенького. Перемешиваем вместе, чтобы получился такой небесно-небесно-голубой, но светлее, чем крылья он должен быть. Катаем шарик. Катаем небольшую колбаску. Расплющиваем. И прилепляем сверху. Накидка на голове такая.
потому что он у нас с арабских стран, там жарко. Он нас спасает от жары. Теперь берем кисточку, обратной стороной кисточки, круглой частью, делаем посередине, ну немножко вверху, углубление под глаза. Катаем 2 круглых желтых шарика, глаза и черные зрачки внутри. Берем кусочек светло-желто-коричневого, катаем шарик, делаем блинчик и треугольничек и прилепляем ниже глазок. Посредине выше носика делаем полосочку, это будет часть очков. Внизу от носика полосочку и стеком делаем рот, немножко его раскрываем и внутрь вставляем красный пластилин. Язычок будет. Нам необходимо такой же небесно-голубой для того, чтобы сделать оставшуюся часть очков. Катаем 2 шарика, 2 блинчика и прилепляем их ниже глазок, чтобы видно было глаза. Делаем сверху 2 колбаски над глазами, это будут брови черного пластилина. И 6 крохотных длинненьких колбасочек из черного, это будут усы. И прилепляем на щеках. Теперь нам нужно сделать маленькую бородку. Берем небольшой кусочек черного, катаем шарик, колбаску, немножко расплющиваем, прилепляем снизу головы. Берем небольшой кусочек черного, катаем шарик, капельку и прилепляем снизу. Берем небольшой кусочек черного, катаем шарик, длинную тонкую колбаску. Это будет сверху обруч на голове. И сверху прилепляем треугольнички ушки. Теперь можно прилепить голову к туловищу. И переходим к крыльям. Берем кусочек белого, вымешиваем с голубеньким небесно-голубой, но немножко темнее, чем накидка сверху и очки. Катаем шарик, колбаску, разрезаем на 2 части, расплющиваем, делаем надрезы с краю. Прилепляем на спине. Все, наш кот Мустафа может летать. А теперь берем скрепку, раскручиваем ее, сворачиваем по спирали внутрь и выводим вверх одну из частей. Все, одеваем нашего кота на нашу подставочку. Теперь создается впечатление, что он у нас летает. Спасибо за внимание. До скорых встреч!